Ты слушаешь Радио Мария. Сегодня 12 декабря, и в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. Ночная драма около Иерусалима. По данным службы скорой помощи Маген-Давид-Адом, в ночь на 12 декабря в результате нападения на автобус к югу от Иерусалима пострадало несколько человек, в том числе и 12-летний мальчик. По словам медиков, сейчас он в критическом состоянии в больнице. Женщина в возрасте 40 лет в состоянии средней степени тяжести. Также еще 2 человек были доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается. В армии обороны Израиля прокомментировали, что около полуночи получили сообщение о нападении. Нападение было совершено против гражданского автобуса номер 291, следовавшего со стороны Бейтар-Илита в сторону Иерусалима. Также, как стало известно, нападавший скрылся в направлении Вифлеема на автомобиле BMW. Сообщается, что он открыл огонь в направлении автобуса. К моменту выхода наших новостей, а это 6 часов утра по Иерусалиму 12 декабря, нападавший еще не задержан. И как только что стало известно, пострадавшего мальчика спасти не удалось. Также медики комментируют, что мальчику было не 12 лет, а 10. Светлая память. Новости на Радио Мария. В среду из сектора Газа по Израилю были выпущены 4 ракеты, которые не причинили никакого ущерба и вынудили военных отдать приказ об эвакуации жителей Газа из района, откуда были запущены ракеты. По данным армии обороны Израиля, из Газа были выпущены 2 пары ракет. Первая пара попала по открытой местности, но вторая была перехвачена системами ПВО. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину, цитирую, что существует возможность достичь соглашения об освобождении заложников, которые удерживаются в секторе Газа с прошлого года. Все это на фоне возобновления переговоров. Сейчас есть шанс заключить новое соглашение, которое, как мы надеемся, освободит всех заложников, включая тех, которые имеют американское гражданство, говорит Кац. По данным же Министерства обороны, собеседники также обсудили события в Сирии после падения режима Башара Асада и последующего захвата Израилем буферной зоны на сирийской стороне Голландских высот. В заявлении также говорится, что 2 представителя Министерства обороны согласились с опасностью, которую представляет Иран и его поставки оружия, и готовы сотрудничать в целях предотвращения попыток контрабанды оружия из Ирана в Ливан через Сирию. В это же время МИД Франции заявила, что Израиль должен вывести войска из буферной зоны, отделяющей Голландские высоты от территории Сирии. Цитирую. «Любое военное развертывание в зоне разъединения между Израилем и Сирией является нарушением соглашения о разъединении 1974 года. Франция призывает Израиль вывести войска из зоны и уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии». Об этом заявил представитель МИД Франции. Напомню, что мы, Израиль, ранее подчеркнули, что присутствие в буферной зоне является временным после падения режима Башара Асада. Главные новости Израиля. Так же, как и Франция, Кремль осуждает удары Израиля по Сирии и ввод войск в буферную зону вдоль Голландских высот, заявляя, что хочет скорейшей стабилизации ситуации в стране. Цитирую. «Удары и действия на Голландских высотах и в буферной зоне вряд ли способствуют стабилизации обстановки и без того дестабилизированной Сирии», об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера, 11 декабря, выступил в качестве свидетеля во второй день дачи показаний на уголовном процессе по обвинению в коррупции, в ходе которого его адвокат Амит Хадад продолжил задавать вопросы премьер-министру о выдвинутых против него обвинениях. Нетаньяху обвиняют по 3 делам. Дело 1000. Премьер-министру вменяется мошенничество и злоупотребление доверием в рамках обвинений в получении дорогостоящих подарков. Общая стоимость предполагаемых подарков, среди которых фигурируют шампанское и сигары, по разным данным оценивается от 200 до 300 тысяч долларов. В другом деле 2000, Нетаньяху обвиняют в том, что он вступил в договоренности с владельцем известного израильского издания. Предполагается, что премьер-министр обещал поддержать законодательные инициативы, направленные против конкурирующего издания, в обмен на более позитивное освещение его деятельности. Ну и еще одно дело Нетаньяху – это дело 4000. Согласно утверждениям обвинения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставил компании Безек регуляторные льготы на сумму около 500 миллионов долларов. В обмен он якобы получил благоприятное освещение своей деятельности в неких информационных порталах. Напомню, что и ранее радио Нария обвиняли в том, что мы работаем на Нетаньяху, а также в том, что партия Ликуд премьер-министра финансирует нашу радиостанцию. Новости на радио Нария. Предложение партии бывшего министра военного кабинета Бенни Ганца, требующее от Кнессета провести пленарное обсуждение вопроса о создании Государственной комиссии по расследованию нападения Хамас 7 октября прошлого года, было отклонено и исключено из повестки дня парламента. Бенни Ганц обвинил члена правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в попытке, цитирую, «скрыться, чтобы уйти от ответственности и продажи безопасности государства ради политических нужд. Наши люди не глупые, они прекрасно понимают, что вы пытаетесь сделать», продолжает Бенни Ганц. «Это вам не поможет. Мы видим, что вы готовы разрушить израильское общество из-за жажды власти. Бойню невозможно замаскировать», продолжает Бенни Ганц. Расследование событий такого масштаба требует организованного и юридически определенного комитета, который обладает экспертизой, временем, инфраструктурой, знаниями и ресурсами для расследования. Государственный следственный комитет – это единственный механизм, который существует для расследования этого дела, говорит Бенни Ганц, утверждая, что комиссия должна начать расследование неудач Израиля. В это же время представители правительства прокомментировали и заявили, что необходимо создать настоящий следственный комитет, в котором не будет заинтересованных лиц. Мы не будем создавать государственную следственную комиссию. Мы создадим народную следственную комиссию, которая в конечном итоге расследует всю правду. Командование тыла армии обороны Израиля заявило, что снимает ограничения на севере Голландских высот после проведенной ранее оценки ситуации. Согласно решению, уровень разрешенной деятельности на данной территории будет увеличен с частичного до полного. Напомню, что ограничения в этом районе были впервые смягчены после начала прекращения огня между Израилем и Хизбаллой в Ливане в прошлом месяце. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Папа Франциск присоединился к палестинским официальным лицам, чтобы открыть вертеп в Ватикане. Событие могло бы быть ничем не примечательным, если бы не одна деталь. Младенец Иисус в импровизованной постановке лежал на куфии, который является национальным символом палестинцев. Напомню, что в предыдущем месяце появились комментарии Франциска, в которых он призвал провести расследование относительно того, совершает ли Израиль геноцид в секторе Газа. Далее цитирую. «По мнению некоторых экспертов, происходящее в Газе имеет черты геноцида», заявил папа в отрывках из книги «Надежда никогда не разочаровывает. Паломники к лучшему миру», основанной на интервью с понтификом. «Нам следует тщательно расследовать, чтобы определить, соответствует ли это техническому определению, сформулированному юристами и международными организациями», продолжил понтифик. Полиция Центрального округа задержала жительницу Петах-Тиквы по подозрению в нападении на ее собственную мать.
Стражи порядка узнали о случае благодаря Метапелет, которая навещала женщину. По данным следствия, Метапелет увидела на теле 86-летней подопечной странные синяки. Заподозрив неладное, помощница пенсионерки оставила у нее дома включенный телефон с камерой. Уже через час женщина увидела, что домой вернулась дочь пенсионерки и напала на свою мать. Тогда Метапелет и позвонила в полицию. Дочь пострадавшей была задержана. Вскоре против нее будут предъявлены обвинения. Прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 78-летнего Моше Ашкенази, жителя Тель-Авива. Именно он руководил организованной мошеннической группировкой, от деятельности которой пострадали десятки русскоязычных людей пенсионного возраста. Ашкенази принимал активное участие в деятельности сложной схемы, в рамках которой мошенники выявляли в сети русскоговорящих пожилых людей и получали их контактные данные. Члены преступной группировки связывались с пенсионерами по телефону, выдавая себя за представителей различных организаций, в том числе за представителей интернет-компаний, банков, полицейских и сотрудников Битуах Леуми. Они убеждали пенсионеров предоставить им удаленный доступ к своим электронным устройствам, включая телефоны, роутеры и компьютеры, под видом оказания клиентам технической поддержки. После этого устанавливали на устройства пенсионеров программы удаленного доступа. Уже вскоре после получения контроля над устройствами члены преступной группировки выполняли различные действия, такие как раскрытие секретных кодов, изменение паролей, получение кредитов и перевод денег. По данным обвинительного заключения, Моше Ашкенази также лично сопровождал пожилых людей в банковские отделения, заставлял их снимать деньги и передавать ему, забирал кредитные карты у пенсионеров. После совершения мошенничества члены группировки вносили полученные обманным путем деньги на личный счет в почтовом банке и в банке Апоалим. Еще раз напоминаем, что если вы не заказывали звонок из организации на понятном для вас языке, в данном случае это русский, в 99% случаев просто незаказанный звонок на русском языке из банка или полиции – это мошенники. Будьте осторожны. Новости на радио Нария. Радио Нария нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать Радио Нария, уже сейчас поставьте лайк под этим видео, палец вверх. Также напишите свой комментарий. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Вам спасибо. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра, в пятницу, 13 декабря, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.